А помнишь, я тебе говорил, что в каждой машине есть своя энергетика, да? Помнишь, когда у меня была Volvo 90, я садился, включал радио, и там уже сразу играла Москва FM, Бизнес FM, там кому за 350 FM, и как бы ехалось, нормально слушалось. А здесь... Сейчас я поставлю эту песню как вот. Такая молодежный... Ну нет, моя молодежность была немножко раньше, чем нынешняя молодежь. Саня, угадаешь мелодию с 3 нот? Если помню, старалась, любила, только я тебя, не забыла, только я тебя. А может нет, а может да, может это все слова. Да, расскажу сперва, откуда вообще она появилась. В общем, мы можем ехать, и я буду рассказывать. Я до конца не могу понять, какое у меня ощущение в голове, когда вот ты садишься в машину, вот именно вот в эту, да, то есть если посмотреть все вокруг, то она совершенно не похожа ни на одну другую машину. Ну, как бы не в укор никому сказано, это похоже либо на змею, которую скинула вот только шкуру, похоже на... Пристегнуться. Похоже на старые потрескавшиеся пятки. Вот. Ну, Саня сказал, что похоже на много-много-много маленьких летучих мышей. В общем, у кого какая фантазия, можете написать внизу и сказать, что вам напоминает вообще этот салон. Вообще, вот когда вот только в глаза попадают в салон и какие ощущения. Нет, давай перезапишем. В общем, можете написать, что вам именно напоминает этот салон в комментариях. Вот какие впечатления, вот первая мысль в голове, когда вот видите вот это оформление. Джип разобран, но Сузуки коробка так и не пришла. В общем, одни потери, один стресс. И мы не придумали ничего лучше, чтобы взять новую машину. Как бы стресс останется с ними, а у нас будет новая корыта. Вот. Да нет, просто все спонтанно так получилось. Позвонил товарищ из дилера. Говорит, Кирюха, он говорит, есть замечательный Citroёn, который нам нужно продать. Вот. Я спросил, что вообще с ним, что происходит. Это не такая машина интересная, как, допустим, джип или Сузуки, что там надо менять коробку, там пинается, не включается задняя скорость или еще что-то. Нет, тут как бы все гораздо проще, но с первого взгляда кажется, что здесь гораздо хуже, чем везде, потому что ты же сперва проецируешь все взглядом, осматриваешь и понимаешь масштаб бедствия. Думаешь, а еще я тем более увидел все это на картинке, и мне показалось, что на этой машине поставлен крест. То есть это уже ей ничего не поможет. Но когда мы приехали, сегодня в 11 часов утра мы уже были в дилере, смотрели эту машину. Может, на картинке это будет выглядеть реально очень страшно, но в целом привыкаешь. Хоть и не с первой минуты, там, не со второй, не с третьей, но спустя полчаса, в принципе, глаз замыливается и кажется, что так машина и была создана. Вот, приехали, посмотрели, конечно, много недочетов. Я раскрою сразу все карты. Citroёn 2005 года, 1.6 на механике, дохрениллион владельцев, но для своего года и пробега в 188 тысяч машина живая.
Мы прокатились, и вот я искренне был удивлен, что ничего не стучит. Для своих лет машина очень-очень живая. Нам она обошлась в 148 тысяч рублей. Есть энное количество недочетов, но это такие чисто бытовые и в силу возраста своего недочеты, которые появились. Гнилой порог, ну, отгнил, и человек, скорее всего, задел обо что-то, и он кусок оторвался. Все поправимо. Радиатора кондиционера не хватает. Handmade, давай это так называть. Пускай это будет handmade. Это как бы и у человека, который это делал, не обидим, да, но и в то же время у каждого руки растут, а где он их прирастил. И, кстати, вот очень хочу поделиться. Поскольку у меня никогда не было Citroёнов, и правда такое впечатление нестандартное. Когда ты садишься, а у тебя центр руля не крутится, крутится сама баранка, а все остальное остается на месте. Это как знаете, это просто разрыв шаблона в голове, что такое может быть. Ну, непривычно. Все, что кажется нам непривычно, мы считаем это своеобразным. Ну, по крайней мере, я, когда я что-то вижу, что не как всегда, не как везде, не как у людей, да, кажется, что это, это так странно, это так хреново. А потом, когда ты понимаешь, что, в принципе, это не хреново, это имеет место быть, и ты как-то привыкаешь и понимаешь, что а это все-таки как бы не так, как везде. И получаешь от этого удовольствие. Какие плюшки мы здесь наблюдаем? Кроме очумелых ручек по всему салону, можно отметить, какие здесь плюшки есть. У нас здесь есть двухзонный климат-контроль, у нас есть круиз-контроль, у нас есть лимит-контроль, у нас есть мультируль. У нас есть мультируль, у нас есть встроенный AUX и самодельный, самодельный USB. Вот. Ну, и как бы это все плюшки, наверное, которые можно здесь отметить, потому что здесь чего выдающегося здесь больше нет. Ну, в принципе, наверное, и все. Хорошо, что мы живем, кстати, в 21 веке. Потому что, в принципе, любого человека можно найти. Ну, некоторых с трудом, некоторых вообще, в принципе, без труда. Это я к чему вообще завел такой разговор? Мы созвонились с предыдущим собственником автомобиля. История такова была, что мы машину взяли не у собственника, а в дилере. И человек поехал и сдал машину. Сдал машину в трейд-ин. Взял вместо Citroёна, взял себе Audi A4. А эту сдал. И таким образом в дилере мы забрали ее, и она очутилась у нас. Ну, естественно, дилер-то сделал поверхностную диагностику и выявил там какие-то маленькие течи, сколы, царапины, компрессия вроде в норме. Ну так, общее, что могли написать, написали. Какой-то конкретики, что по машине делалось, как ее эксплуатировали, никто нам не смог ответить, ну, потому что совершенно понятно, не имели никакого представления. Вот. А оказывается, в
мужчина, чья машина была, он все время эксплуатации ее, а он эксплуатировал ее 3 года, вел дневник на драйве. Вот. И все статьи, что по машине делал, он, естественно, выкладывал там подробное описание. Нехитрыми манипуляциями нам удалось с ним связаться, и он нам рассказал, что он делал с машиной. Ну, из такого глобального сцепления менял, коробку перебирал, ГРМ менял, свечки менял, и в принципе это все такое сделано было за последние там 20 тысяч километров. И он обозначил нам основные проблемы, которые бы он хотел решить, но в связи с тем, что он ее сдал в трейд-ин, был уже как бы, ну не до этого уже было лень. Вот. И он обозначил, что, ну естественно, салон подуставший, хорошо бы с ним что-то сделать, если вы оставите эту машину себе. Что есть такого? Он сказал, что машина жрет масло 500 грамм на литр, 500 грамм на 1000 километров, если мне память не знает, что-то плюс-минус, какие-то такие цифры он обозначил. Как бы, естественно, мы капиталить мотор не будем и задались интересной штукой, как сделать раскоксовку. И вот как раз сейчас этим занимаемся. Это был удар в переднюю часть, нигде не отображалось, просто у него был выбор: давить ребенка или отработаться в столб. Короче, я ехал домой, они меня догоняют, давай подрезать, вот полиция. Я, короче, срезал и бах-бах-бах, кусты улетел. Хана Марку вообще, а Марк был хороший вообще. Ну, естественно, как бы как здравый человек, он отработался в столб. Был легкий удар в переднюю левую часть. Он поменял бампер, поменял крыло, поменял фару, радиатор основной, и не работал кондиционер в машине. Смысл ему было покупать радиатор кондиционера, если он, в принципе, и так не работал. Поэтому мы решили это устранить и поставили новый радиатор кондиционера, честно сказать, на шару. Сейчас заправим и поймем, может, все дело было как бы в незаправленной системе, и он сейчас заработает. Ну, кстати, было бы очень здорово. Ничего не делай. Ничего не делай? Нет. Ты там морожку предлагал? Руки подними, чтобы я их не видел. Ты мороженое предлагал, да? Давай крути. Уверен? А ты чем заткнул? Пальцем. Одним или 4? 4. Ага. Готов? Ладно. Кирюх, у тебя компрессии нету. У меня есть, у нее, может, нету. Купили хлам. Нет компрессии в движке. Самый надежный мотор в своем классе. Устанавливался не на этот автомобиль. Какая жидкость тормозная, чистая. Угу. Да. Да, максимум. Максимум. После раскоксовки надо.
Ты испугался? Нет, я обосрался. Газку нажми немного. Ну да, он выплевывает сейчас. Короткими так пробуй. Потом глуши, да. Чтоб он выпрыгнул. Ты хочешь эфирчиком? Расскажи мне историю, технику. Я чуть-чуть нажал, нет? Не, убирай. Ну давай. Крути. Еще крути. На впуск хлопает. На впуск хлопает, слышишь? Рано пускай. Кто ты, город или радость? То замерзнешь, что растаешь. Кто ты, ласковое солнце или мертвый белый снег? Я понять тебя пытаюсь. Кто же ты на самом деле? Кто же ты на самом деле? Айсберг или человек? А я про все на свете с тобою забываю. А я в любовь, как в море, бросаюсь головой. А ты такой холодный, как айсберг в океане. И все твои печали под черною водой. И все твои печали под черною. Ежик в тумане больше не будет. Всегда, когда хлопаешь капот, значит, это финальный да. 2 weeks later. Так, наконец-то мы едем продавать Citroën. Ну, неправда, ну что это нельзя сказать, наконец-то. Она провисела всего, по сути, 1,5 недели. Это не наконец-то, это мы подходим к логическому завершению, что она должна продаться. Ну, а дальше не продалась. Так что не говори гоп, пока не перепрыгнул. Ну да. Здесь, по-моему, да? Да. Блин, ну, конечно, 205 тысяч рублей. Немножко меньше, чем я хотел.
она стоит дороже. В моей голове она вообще бесценна. Потому что мы приложили к ней свои руки. Вы пристегнулись? Нет, уж тогда не буду. Там можно до конца вниз проехать, шлагбаум. Ну, потому что... Как бы ты не садился на машину, ты упал, проверяешь тормоза. Да, это правильно. Ну что, пойдете? Давай, номерочки посмотрим на них. А поехали там, станем под навес, нормально, там и светло. И там так что навес да, там все. Я туда и ехал. Пускайте. Так. Где у него номер? Саня, где номер кузова? Под стеклом один. Второй? На стакане, я только не помню на каком. Вон он залазить. Тряпочку дать? Нет, это ладно, тряпочка. Видно? Стекло есть, сейчас организуем. Так, это подержите. Аккумулятор относительно новый. Оно за себя покажет. Ну, сегодня завелась, она стояла, наверное, дня 3. Сколько? Ну, дня 3-4. Особо не крутила, спокойненько завелась. Делаем оформление. Да? Пойдемте там, столик, вот, сядем. Возьмите, сейчас я закроюсь. Это? Да. Габаритов все работают. Все лампочки, кроме верхней. Вот это. Ну, может, там что-то перегорело. Не открывали. Эти все работают. Туманки работают, ближние все. Тормоза! В другую правую поворот. Ага, все, А вот внизу еще раз проверь. Задний ход сделай, Кирилл. И туманку заднюю. Иногда кажется, что продавать низкий сегмент рынка гораздо тяжелее, чем продавать машины за 1,5 миллиона рублей. Да. Как бы приезжает человек, полторашка, да? Мне в целом нравится. Ну, тут, блин, логично, что если аварийка включена по центральному, то и вправо-лево она тоже будет работать. Но это надо проверить. Я вижу, ты замерз. Я? Да. Так, чуть-чуть. Я надеюсь, что все будет хорошо. Да, если что, номер звоните. Да, напишите, что доехали, что все хорошо, то есть, ну как, человечески. Покупка вас. Всего доброго. Продажи нас. Спасибо. Настоящий автомобилист, как яхтсмена, есть два праздника. День покупки. День продажи, это как это. Машина с панорамной крышей. Ты на нее смотришь только когда покупаешь, когда продаешь и показываешь, да? Ну что, нет, все хорошо. Я правда надеюсь, что им принесет она пользу, удачу и радость. И они доедут. Машина хорошая. Это правда хорошая машина. Как бы есть свои недочеты, но цена-качество, мне кажется, отлично. Есть там что поделать, но не так много. Это не то, что вот ты покупаешь дрова и не знаешь, что и как. Вот мне, в принципе, за нее не стыдно. Ну да. Мне не стыдно, то есть я знаю, что
человек купил и будет совершенно спокойно эксплуатировать ее дальше. Было бы эпично, если бы она не завелась сейчас, да? Нет. Там бензина нет. Ну, я думаю, что им надо заправиться. Я думаю, да. А это будет еще один челлендж, только не для нас, а для покупателей. Да, мы все машины будем продавать на лампочки. А-ля последний путь, да?